Приветствую, друзья! Как сказали в компании Tempotec, посмотрели они на рынок наушников, всплакнули и решили для своего плеера V6 сделать что-то самостоятельно. Вот так и появилась гибридная пятидрайверная модель Tempotec AM05. Ну а что там конкретно напридумывали, я и предлагаю сегодня с вами обсудить. Собственно, поехали! Пришли наушники в небольшой по габаритам коробке со схематичным изображением героев обзора и наименованием бренда-производителя. По характеристикам известно, что за бас там отвечает 8-мм динамик, за середину два арматурных драйвера 1006, а за верха тоже две арматуры 31736, что скопом дает импеданс равный 33 Ома при чувствительности 99 дБ. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, металлический карабин, плотный черный бокс и целых 3 набора силиконовых амбушюр разного цвета и диаметра сердечника. Кабель на ощупь жесткий, хотя и с неплохой толщиной. Штекер обычный на 3,5 мм, а сопротивление на каждый жил гуляет от 26 до 36 Ома. Это в принципе допустимо, можно пользоваться, однако далеко от премиального сегмента. Сами чашечки полностью сделаны из какой-то полупрозрачной смолы, сквозь которую угадывается 5 заявленных производителем излучателей. Компенсационное отверстие заботливо вынесено назад, а с внешней частью модель прикрыли металлической пластиной с логотипом бренда. Интересно, что это самое отверстие для компенсации стилизовали под цифру 0 название AM05. Сидят наушники отлично, пользоваться ими удобно, да и со звукоизоляцией тут все хорошо. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,9%, что все еще в пределах нормы. Фаза ведет себя несколько необычно, затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 70 и 95 миллисекунд без каких-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с солидным таким заходом на середину. Еще более внушительное выделение области разборчивости, пик на 5 кГц для имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее гребенку нам продолжили акцентами на 11,5, 12,5 и 18 кГц по убывающей. Нестандартная, конечно, настройка, слабо подходящая для громкого прослушивания и любых агрессивных жанров. Зато любители всего басового должны остаться довольны. Смена амбушюр, как видим, влияет лишь на то, что выше 9 кГц. В плане звучания же первым делом обращаешь внимание на достаточно глубокий, густой и солидный по массе бас, составляющий единое целое с нижней частью средних частот. То есть низкие частоты и мясоритм гитар образуют здесь цельную такую основу. При помощи насадок с широким сердечником можно еще сильнее прибрать верха и получить прямо истинно басхедное звучание. Черные насадки делают звук грубее и проще, ну а лучше всего себя показали серые насадки с узким горлышком. Не скажу, что идеальный KBR 07 ко всему еще и подчеркивает мелодику, но из комплектных они наиболее сбалансированы. Среди других акцентированных на бас наушников герой обзора выделяет прекрасная по уровню прорисовки середина и естественные вполне полноценные верха, без лишней яркости, колкости и артефактов. Хотя так можно сказать только о верхних частотах, поскольку верхняя часть середины имеет 2 чувствительных громкости пика. Если вы слушаете музыку на максимуме, они, будьте уверены, не раз резанут ваш слух. Динамический бас тоже с нюансами. Не сказать, что он особо хлесткий, скорее со смягченными такими атаками и заметно уступающей середине текстурностью. Однако все это вместе звучит довольно цельно. Из-за хорошо выраженного баса у звука точно хватает веса и глубины, а серединка сдабривает это неплохой прорисовкой нюансов. Совсем уж натуральным такой звук назвать, конечно же, сложно, но он имеет прекрасную выразительность и очень неплохую
простую мелодику. Отсюда по жанрам лучше всего они раскроются совсем ориентированным на низкие частоты, включая танцевальную электронику, хип-хоп и все современные жанры. Слушать же на них джаз, рок, что угодно агрессивное или академическое я бы лично не стал. Хотя это уже вкусовой вопрос. Из источников лучше смотреть на что-то помощнее. 99 дБ чувствительности – это не так много, как бы хотелось. Если же говорить о возможностях модели относительно передачи сцены и ее динамической составляющей, то в этом модель не особо сильна. Да, у звука есть объем, но эшелонирование и вообще прорисовка задних планов точно не их конек. Против тоже басхедных 7 Гц легато у героев обзора намного больше верха и хуже разделения на нижней части средних частот. В остальном это модели плюс-минус одного порядка. Что же касается лучшего варианта наушников к плееру Tempotec V6, это довольно спорный вопрос. Если вы ценитель большого, обволакивающего и заполняющего собой все возможное пространство баса, это точно ваш выбор. Для тех же, кто ценит натуральность и хороший баланс, лучше выбрать что угодно другое. В целом, впечатление от героев обзора, конечно, положительное, но это точно, друзья, не мой выбор. Итогом гибридные пятидрайверные наушники Tempotec AM05 неплохо сидят, брутально выглядят и очень круто басят. Для тех, кто любит как можно больше баса и хорошо так подчеркнутую ритм-секцию, это будет сплошным вау-эффектом. А с учетом, что на середине и верхах стоит по 2 арматурных излучателя с их высокой четкостью и превосходной прорисовкой нюансов, мы получаем просто сверхлюбопытный, как для басхедного звучания, срез точности и мелодии. Если вам такое нравится, однозначно стоит брать. Себя же я отношу к совершенно иной категории слушателей. Вкусовая такая у них, друзья, получилась модель. А на этом у меня все. Это были наушники Tempotec AM05. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.